Здравствуйте, меня зовут Максим Садыгов Антонович. Я представитель азербайджанской национальности и также еще частично осетин. Это я в Перми родился, я здесь вырос, отучился в другом городе, очень часто езжу, а так родной город Пермь. И наверняка у тебя здесь есть любимое место, которое ты либо часто посещаешь, либо испытываешь какие-то особые чувства к нему. Вот какое? Это Пушкинская библиотека и вся улица Сибирская, в принципе. Вот эти места в силу архитектуры вот этой губернской Перми, они очень как-то остаются в сердце, очень глубоко. Вот, любимое место у себя на родине? Это, конечно же, моя деревня родная. Ну, как уже не можно сказать, и не деревня, хороший город с высоким уровнем жизни. Но любимое место в любом случае это горы. Это в Осетии, если это горная Саниба, то в Азербайджане это районы к северу от Шамкира, от моего города. Вот. Это, в принципе, где горы. Там архитектура, в принципе, говорить за нее нечего. Все, что делает Кавказ, это люди и это природа. Вот это самое главное. И какие люди там живут. Вот они отзываются в сердце. Не место, а люди. Ну, другого смысла у меня как-то нет. Но самое главное, конечно, это Всевышний. Но самые большие чудеса у него какие? Это земля, которую он создал. И люди, которые такие интересные, такие разные, как мы видим в рамках этого проекта. Я сам, наверное, могу представиться как представитель азербайджанской молодежи в Перми, Пермском крае. И поэтому я всегда, как нацмен, стоял на том, чтобы защищать и представлять свою нацию, свою культуру и вообще свои корни, которые нужно знать, нужно понимать, кто откуда. И предоставить все в рамках этого проекта – это отличная возможность. И поэтому я и сам своими силами, и других стараюсь как-то сюда привлечь. Это прекрасный проект. За это вам благодарность большая от меня. Да, у моей семьи вряд ли есть какая-то конкретная традиция, а больше просто следование тому образу жизни, который мы себе сохранили и который мы несем. Женщина прошла, ты должен стать. Прошел старший, ты также должен стать. Это все эти заезженные, известные всем какие-то такие понятия, может быть, это слишком громкие слова о чести, там, о достоинстве, о благородстве, слишком громкие, понятно, заезженные слова, и говорить о них смысла много нет в современном веке, но стараться как-то это сохранять в том плане, чтобы представлять себя и знать действительно, кто мы, куда мы идем и что у нас в сердце, кто за нами стоит, знать своих предков, знать всех своих родственников и сохранять семью, чтить священные суры, аяты, чтить все другие заповеди, которые нам оставили наши отцы. Вот это, я думаю, самое главное. И это, даже если это как-то прямо не озвучивается, то это действительно, по крайней мере, должно быть. И это во многом месте так, к радости, к сожалению, очень многие про это забывают. Но это должно быть самой основой вообще того, как человек себя ведет. Вот. На этом основываются все традиции. Традиции это не то, что там раз в год мы уезжаем куда-то, не знаю. Ну, для нас традиции это почему бы не собираться с семьей как можно чаще? Почему бы не ездить туда, не звонить своим родственникам? Почему бы нет? Вот как-то эта традиция, я не могу сказать прямо традиция такая-то, такая-то. У нас традиция сам образ жизни. Какой он? Я не могу сам сказать, как представитель нации. Я думаю, тем, кто знает наш народ, те, кто нас видит, те, кто приходит к нам в гости, и мы всегда очень рады нашим гостям, те скажут за нас, какой у нас менталитет, что мы себе представляем. Есть ли какое-то национальное блюдо, которое очень нравится? Конечно. С осетинской стороны это осетинские пироги, с азербайджанской это все остальное. Это вот бахлава, добазартма, бозбаш, туда-сюда. Ну, все, что вы знаете. В принципе, это все как-то общее на Кавказе, и у нас это общее. Поэтому, да, все подряд, я человек тоже не переливаю, все люблю. Это все очень вкусно. И вот. Пермь – город с достаточно высоким уровнем жизни. И это отмечали все и иностранцы, и иногородние, мои друзья, которые приезжали. Возможности тут социальные очень большие. Социальный лифт также, есть такая перспектива. Пермь – уютный город. Без какого-то, я не знаю, колхоза на самом деле. Поэтому все возможности есть. Почему не столица, почему не Питер? Ну, я и там пожил. Пермь – прекрасный город. Все возможности здесь есть. И образование. У нас прекрасное образование. И культура
Прекрасная культура. Курензис, туда, ну, вот эти все ребята. В общем, наши чиновники на самом деле работают. Это очень удивительно. Удивительно то, что я искренне это говорю, но как тот, кто видит, как Пермь тоже развивается в динамике, и по сравнению с другими городами, я могу отметить только Пермь и Кострому. Я не знаю почему, но вот реально в Костроме тоже клево. Все другие, в Перми есть чему поучиться. Сейчас в Перми у меня перевалочный пункт, так я тут полгода, там полгода по разным делам. Чем занимаюсь в рамках вот этого своего образа жизни, это спорт, без спорта никуда, это чтение, это изучение языков, мне очень языки нравятся. Вот. Сколько языков знаешь? О, блин, английский, очень хорошо, наверное, чисто немецкий, очень хорошо родные языки, осетинский плохо знаю. И там по немножко фраз там латынь, чеченский, там, не знаю, даргинский, ну вот эти всякие, все языки там, вплоть до грузин, все языки. Самое главное, чем я занимаюсь, мое хобби, это то, что, по крайней мере, опять же, я знаю, куда я иду, и мне хочется туда идти. Я знаю свое место, я знаю свое дело, то, что мне интересно. То как можно жить без интереса? Ладно, одно дело интерес, вот я хочу там на Бали съездить. Но другое дело интерес, когда ты реально интересуешься исследовать что-то. И исследовать то, что еще не открыто. В моем случае это философия или религия, или языки, как-то, я не знаю, общее какое-то такое пространство на самом деле можно выделить. Это вот то, чем я занимаюсь, то, что мне нравится. Вот. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Писал Карл Маркс, и это, наверное, есть моя мечта. Это в рамках этого мира, а в рамках следующего мира это заслужить довольство Всевышнего. А в чем довольство Всевышнего? Как его можно заслужить? Тем, чтобы проявить те качества, которые он нас заложил. Это созидательность, это, не знаю, добродушие, это красота, именно внутренняя, душевная. И если я смогу быть тем, за кого мне будет не стыдно, кем будут гордиться мои предки, мои потомки, ну и предки, ладно. И если я смогу действительно принести пользу человечеству, это моя мечта. Вот как-то это слишком громко, я очень громкими словами разбрасываюсь, там честь, там благородство, ну и тем не менее, почему нет? لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Нет ни у кого силы и мощи, кроме как у Аллаха. Мир вам, благодать вам и прощение от Всевышнего. Вам большое спасибо, и большая благодарность от меня, может быть, от моей диаспоры, если я уполномочен говорить. Всем, кто способствовал развитию этого проекта, и всем, кто принимал в нем участие. Большое спасибо.